Сегодня у меня в гостях лауреат более 10 международных конкурсов, педагог Московской консерватории, мой большой друг Гаик Казазян. Гаик, привет. Приветствую вас, друзья. Сегодня у нас очень интересная тема – способы звукоизвлечения на скрипке. Конечно, звучать красиво на скрипке – это большое искусство. Особенно найти свой индивидуальный звук гораздо труднее. И не каждому удается. Многое зависит от качества инструментов. Наверное, на некоторых инструментах нужно пережимать. Некоторым можно просто прикоснуться, и они уже звучат божественно. То есть очень легко, и они сами… Например, если продемонстрировать плавно и касательно, звучит примерно так. Но у тебя прекрасный инструмент. Достаточно, по-моему, только на него посмотреть. Другие инструменты требуют… Вот как будто вот хочется вынимать. Да? Давай с технологической точки зрения. Ты сейчас просто развернул руку вот так вот правую и еще придавил смычком довольно плотно. Поэтому инструмент зазвучал более натужно и плотнее. Натужно, да. Тут еще хочется немножко поговорить о разных школах. Взять великого Давида Ойстраха. Он играл как бы первым способом. Конечно. У него был великолепный Страдивари, у него феноменально звучал, ему ничего не надо было делать. Да. В другом случае немножко, конечно же, мы передавливаем инструмент. Например, какая школа? Кого из скрипачей? Скажем, возьмем скрипачей Цукермана, Шломо Минца, который играет абсолютно таким… Плотный, притертый звук. И маленьким смычком. То есть так называемый более концентрированный звук. Конечно, плотно прижатый звук тебе дает все равно большое количество звука. В большом зале огромном это будет нести. Кстати, о Шломо Минце. Я помню, когда он приезжал в Москву и играл, по-моему, концерт Бетховена. Я тоже помню, я был на этом. И я был на этом концерте. Он играл альтовым смычком. Он весит намного больше, чем скрипичный смычок, но это давало ему более плотное звучание. И звучало неплохо, очень здорово звучало. Да, такая манера, но она не у всех может получиться. Тут надо уметь нажимать на инструмент. Скажи, а как нужно правильно нажимать правой рукой? Как распределять силу? Тут надо понимать разницу между словами пережимать, нажимать и играть плотным звуком. Покажи на очень простом примере. Конечно. Например, пережимать – это когда… Ну, грубо говоря, да? В большом зале это будет звучать… Будет много звука, но он не будет самым изысканным и, так сказать, тембристым. Второй вариант. То есть моя тактика в том, что играть мягко, но при этом играть плотным смычком. И, как я говорю, вес руки положить на струну. Давай об этом поговорим. Что такое вес руки на струну? Это именно всей рукой как бы обрушиться на струну, но не пережимать. Гаик, скажи, а при этом сила и вес руки должна находиться вот в этой точке или в локте? Как ты себе это представляешь? Честно говоря, я об этом даже не задумывался. То есть получается, что если мы распределяем вес правой руки на струну, велика вероятность того, что мы не сможем долго тянуть, потому что мы пережмем, будет какой-то лишний звук. А что с длинными нотами происходит? С ними, конечно, сложнее, но если то, о чем мы сегодня говорим, достичь в этом хорошего результата, то можно и спокойно справиться с длинными нотами. Ну-ка, справься с длинными нотами. Ты же лауреат 10 международных конкурсов. Например, начало первой сонаты Баха, которая для скрипки и клавира. Браво! Я, честно говоря, не считал, сколько секунд ты тянул эту ноту, но это здорово. Она заняла практически половину нашего сегодняшнего выпуска. Люди, студенты, они теоретики, они любят вот копаться. А здесь нажим или там, я не знаю, здесь палец так сделать или так сделать. Нас смотрят очень много студентов и школьников, и тех, кто любит играть на скрипке. И среди них, кстати, очень многие, которые действительно задумываются, в какой же части смычка, в какой части руки распределяется вес. Поэтому давай им ответим. Самое главное – ваши ощущения. Есть цель, да? Положить руку на струну, но не пережимать, но играть плотным звуком. Все, остальное уже рука сама сделает. Естественно, должна быть. Они думают, что вот точка отсюда, и вот ты играешь и начинаешь чувствовать эту точку, и все это получается неестественно. Поэтому вот такие люди, будем называть их теоретиками, они не всегда добиваются нужного эффекта, потому что слишком много копаются и немножко не в ту сторону думают. Итог нашей сегодняшней встречи. Разные звукоизвлечения на скрипке. Первое. Не передавливайте, пожалуйста, не пережимайте, потому что в большом зале звук будет некачественный. Да, он будет сильный, он будет очень плотный, но он будет некачественный. И подумайте о том, что сказал Гаик Казазян. Из лучших скрипичных школ
нужно взять лучшее. А для того, чтобы не пропустить ничего самого-самого-самого музыкального и интересного, подписывайтесь на канал. С вами Юрий Медяник. Удачи!